На учебном поле военной базы Форт Брейк готовились к последней проверке боевого пса по кличке Рейнджер. Бельгийский малинуа, ветеран спецопераций, 8 месяцев назад вывезенный из зоны боев. За время реабилитации несколько тяжелых нападений на инструкторов и полный провал всех программ восстановления. Решение уже было принято. Если контроль не удастся, пса усыпят в тот же день. С трибун за происходящим наблюдал мужчина в изношенной куртке и перемотанных изолентой ботинках. Его звали Итан Ривз. Когда-то он был элитным кинологом морской пехоты с позывным «Номад», но последние годы жил под мостами и считал себя недостойным возвращения. Итан сразу увидел то, чего не замечали другие. Рейнджер не был агрессивным. Он продолжал выполнять боевую задачу, словно все еще находился на миссии. Его реакции были не хаотичными, а отточенными, выученными на войне. Несмотря на запреты, Итан вышел на поле. Его узнали по старым архивам. Командование дало разрешение попробовать. Он не применял силу и не пытался подчинить пса. Он опустился на колени, показал старый ошейник своего погибшего напарника и использовал ультразвуковой свисток. Затем заговорил на языке команд, которые применялись на совместных операциях в Кандагаре, кодах и обозначениях, известных только тем, кто действительно там был. Рейнджер узнал эти сигналы. Его напряжение исчезло. По одной простой команде он прекратил сопротивление и лег у ног Итана. Впервые за 8 месяцев пес полностью успокоился. Позже выяснилось, что Рейнджер участвовал в туннельных операциях, где прямой подход человека означал угрозу. Его агрессия была продолжением протокола защиты подразделения. Все попытки лечения проваливались, потому что никто не говорил с ним на правильном языке. Командование предложило Итану работу и восстановление. Он согласился при условии, что будет создана программа для бездомных ветеранов и списанных служебных собак, тех, кого система уже считала потерянными. Через несколько месяцев на базе открылся реабилитационный центр. Ветераны, жившие на улице, снова получили цель. Собаки, признанные опасными, партнеров. Программа начала спасать сразу 2 жизни за раз. Рейнджер остался с Итаном. Пес, которого должны были усыпить, стал якорем для человека, считавшего себя сломанным навсегда. Эта история не о дрессировке и не о войне. Она о том, что сломанные лучше всего понимают сломанных. И что второй шанс появляется тогда, когда кто-то решает увидеть не проблему, а опыт.